Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодняшнее видео посвящено цветку солнца, златоцветному растению. Именно такой перевод из греческого у прекрасного растения, которое называется хризантема. Кстати, это одно из самых старых, давних растений на Земле. Есть исторические факты и доказательства, что более 2500 лет назад это цветочное растение выращивали в Китае. Причем китайцы возделывали хризантемы не только для красоты, но и для приготовления различных десертов, лечебных настоев из цветков и лепестков цветов. Чуть позже это растение попало уже в Японию, но здесь хризантему выращивали только и только в садах императорской семьи. И совсем другое дело наше время. Этот своеобразный, невероятно красивый, волшебный цветок выращивают дачники, садоводы, огородники, цветоводы в садах, на цветниках, на грядках, в горшках, на балконах, в кашпо для украшения любого места дачи. Удобно. Огромное количество сортов хризантем доступно многим любителям цветов. Сейчас в горшке или с открытой корневой системой можно купить хризантемы в торговых сетях, на рынках, в цветочных магазинах, а можно просто купить букет понравившихся хризантем и нарезать черенки и укоренить понравившийся сорт. Они легко укореняются. 3 года назад мне повезло купить впервые черенки 2 сортов высокорослых, очень редких корейских хризантем и 3 черенка хризантем мультифлоры. А до этого, более 10 лет назад, дочь мне купила тоже высокорослые корейские хризантемы. Одна букетного типа лимонного цвета и сиреневая крупноцветковая. Сегодня у моего дома уже несколько десятков сортов хризантем, и большую часть составляют именно хризантемы мультифлоры. Пока вы, дорогие зрители, смотрите на эти очаровательные, волшебные, прекрасные, великолепные цветы, я хочу вам рассказать об одном интересном эксперименте 2021 года. Он касается хризантем, которые я решила вырастить как сидерат на грядке, где уже несколько лет растут лук и чеснок. Это у нас молодой сад, в основном из низкорослых персиков. Здесь есть несколько растений абрикосов, вишня и черешня. Другого места для выращивания озимого чеснока и лука просто нет. На нескольких сотках сложно чередовать посадки и соблюдать этот нужный севооборот. А нам надо убрать усталость почвы от монокультуры. В данном случае лук и чеснок здесь растет уже несколько лет. Для этого активно используем ускоренный севооборот, высаживая сидератные культуры. В саду уже росли овес, горчица, рожь, масличная редька, фацелия. Они помогали восстанавливать все полезные вещества, которые были потрачены на рост и на развитие озимого лука и чеснока, а также помогали избавиться от токсичных веществ, выделяемых корнями этих корнеплодных овощей. Собрав урожай чеснока и лука и имея запас рассады хризантем, это у меня самая поздняя была рассада из черенков, я решила попробовать реанимировать почву с помощью растений хризантем. Почему я выбрала хризантемы? Да потому что лето было знойно жаркое. Горчица, масличная редька плохо растут при высоких температурах. А еще вредители, которые комфортно себя чувствуют в таких условиях лета, они быстро размножаются и уничтожают всходы этих сидератных культур. Овес и рожь тоже при высокой температуре почвы, а она у нас в этом году достигала плюс 50, иногда выше, просто не выживают эти растения. Это не их температура. Вот тут, кстати, оказалась оставшаяся
Где-то очень поздняя, хилая рассада хризантем, мультифлоры в основном, и несколько там было у меня корейских среднерослых хризантем. И вот я взяла и высадила в центре грядок, где росли лук и чеснок после сбора урожая. Один раз в неделю поливали их. Благо хризантемы не любят застоя воды у корней, и частые поливы им не нравятся, поэтому влагозарядка почвы в засушливое лето была редкой, но основательно и только у корней. Когда я высаживала рассаду хризантем, то я изучила вопрос строения корневой системы чеснока, лука и хризантем. И мне нужно было реанимировать почву, а, кстати, почва тоже для обеих этих растений нужна нейтральная. И вот нужно было реанимировать почву на глубине до 30 сантиметров. У чеснока и лука корневая система мочковатая, слабо развита. Основная масса корней располагается на глубине от 20 до 30 сантиметров. Корневища у хризантем разветвленные, развивающиеся просто параллельно поверхности и залегает точно на такой же глубине. Вредителей, как у крестноцветных растений сидератов, летом практически у хризантем не было. Тем более, что мы проводили профилактические обработки биопрепаратами триходермин, скарада М, всех садовых растений от вредителей и болезней и параллельно сразу же опрыскивали саженцы хризантем. И здесь же мы использовали растворы, добавляли в эти растворы органические подкормки, в основе которых были такие питательные вещества, как калий, фосфор, магний, кремний и другие питательные вещества. Так что особых затрат и действий на выращивание хризантем не проводилось. Ближе к концу лета кустики хризантем начали распушивать свои веточки. Рассада хризантем, кстати, еще раз скажу, что это были остатки из самого последнего черенкования в конце мая. Маленькие саженцы в сентябре подросли, и в конце сентября некоторые хризантемы мультифлоры начали свое торжество цветения. В октябре почти все растения зацвели. Пусть они маленькие, пока шарики, но зато какие они красавчики! В течение нескольких месяцев лета и осени заметили вот такую особенность. Рядом посажены кусты клубники, и их усы почему-то стремились по направлению к кустам хризантем. И именно у хризантем усы хорошо укоренялись и имели здоровый вид. Естественно, будем наблюдать и дальше за этим ускоренным и необычным севооборотом. Точно знаем, что сами хризантемы имеют особый аромат, запах полыни. А полынь, мы уже это знаем, используется для приготовления настоев против вредителей и от каких-то болезней используют. Многие дачники, огородники, именно мудрые дачники-огородники, для них полынь – это очень важное растение. Мы не будем настаивать побеги хризантем после завершения цветения. Уже несколько лет мы активно используем побеги, цветы хризантем для органического удобрения. Закапываем их, измельчив с помощью доморощенной в сечкарне, сделанной еще свекром много-много лет назад. И вот мы измельчаем эти хризантемы, срезаем и затем измельченные стебли закапываем в грядки, где растет картофель. Результат нам очень нравится, он замечательный. Верю, что хризантемы также станут полезным и красивым, необычайно красивым сидератом для лука и чеснока. Хризантемы – это красивый, волшебный сидерат. И в следующем году в саду этих растений уже будет намного больше. Очень уж красиво, здорово смотрится в осеннем саду на грядках хризантемы, мультифлоры и корейские низкорослые хризантемы. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик сегодня поделились
со зрителями, подписчиками, с нашими участниками соцсетей своим первым опытом выращивания в 2021 году хризантем в роли цветочного растения как сидерата. В одном растении и красота, и вдохновение, и польза для снятия утомляемости почвы. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч на нашем канале. Красоты вашей жизни, крепкого вам здоровья, уюта и тепла в эту наступающую зиму 2021-2022 годов.